Ты просто зачитай. Ну что, приобрели станок есть носовой Zubr 1,8 киловатт, 33 сантиметра ширина строгания. Толщина заготовки, то есть можно пропускать от высота от 5 мм до 15 сантиметров. Чем этот станок мне понравился, то что у него есть скорость автоподачи, то есть можно как 4 метра, так и 6 метров пускать скорости подачи. И могу сразу сказать, что я его не проверял, купил очень дешево. Если будет интересно, потом расскажу, как получилось. Но суть заключается в том, что я его не проверял. Даже видно, почему он не захотел проверять. Потому что он нигде не был скрыт. Везде заклеены пломбы с завода. Пришлось поставить на паузу, потому что котик решил проявить инициативу и решил покушать пенопласта. Поэтому пришлось его выловить и забрать у него пенопласт. Теперь он дисквалифицирован у нас с поля. Посмотрим, не должен прийти. Так, ну начнем вскрытие. В связи с тем, что тут пломбы, поэтому я еще раз повторяюсь, я не проверял. Если бы был бы нарушены пломбы, тогда бы я уже проверял в магазине. Но даже так, вот если посмотреть, тут у нас на коробке, вы этого не увидите, потому что мелко написано, что интересно, написано: данное изделие изготовлено и упаковано в Китае. То есть получается полностью коробка, и все это в Китае на русском языке было упаковано. А дальше написано: компания гарантирует качество продукции. То есть гарантия по факту. Поэтому могу сразу сказать, что хоть это и Zubr, по факту есть Corvette 27, который изначально хотел, он точно копия его, или он его копия. Есть Elitech или Elitech, как все говорят, тоже та же самая копия. Ну просто Corvette я хотел, мне нравится желтый, как бы. Плюс у него все запчасти есть, ну прямо в магазине, у официалов есть. Просто тут писали, что нету запчастей, ничего не могут найти на Zubr, а по факту можно в Corvette обратиться, и там ремень на него, кстати, 500 рублей стоит всего лишь. Ножи порядка 1500 стоит. Так, это у нас гарантийка. Zubr, мастер станок. Это у нас сервисный центр, куда мы должны обратиться в случае чего. Надеюсь, ничего не будет. Вот. Ну что, начинаем. Вскрытие. Первый. Пенопласт ушел. Дальше. Ну что, снимаем полиэтилен. Ну да, как люди и писали, тут видно следы, как будто болгаркой его поверх обрабатывали. Вот. Видно, как тут шлифанули, как тут шлифанули. То есть видно. Ну да, что хотите. Как бы, учитывая, что он может. Ну, мне, конечно, сильно это не напрягает. То, что тут шлифовка есть, видна там. Мне главное, чтобы он хорошо работал. А все остальное мне как бы не сильно интересно. Ну что, начинаем доставать. Так, ну вот. У нас получается столик Zubr. Это для всякой мелочи кармашек. Ну, я читал, что так у всех проблем, не столь важен Zubr, не Zubr, у всех проблемы с тем, что делаются ступеньки. Поэтому я так думаю, что или я сниму данные подставки и сделаю дальше стол из фанеры, тем самым из лакированного, тем самым получается не должно быть ступеньки. Или же сюда внутрь уже положу длины. То есть не продолжение данной столешницы, а прямо внутрь. Ну пусть сантиметр у меня съестся. Будет не 15 сантиметров обработки, а 14. Но зато не должно быть ступенек. Ну ладно, начнем осмотр дальше. Это у нас для пылесоска. Стружка, чтобы стружку выкидывать. Дальше крепежи. Отверточки, ключики. На этот, я не знаю, для чего будем разбираться. Далее. Ну, прикольно, пенопластовая коробочка. Посмотрим, что в ней. Может, Дед Мороз подарок оставил.
или запчасти. Ну что, это ручка пластиковая. Она крепится тут. Как я понимаю, это для того, чтобы зафиксировать в высоте стол. Да, я согласен, я его не проверял. А у этих станков, не столь важно, зубр не зубр, была проблема о том, что стол не блокировался. То есть он крутился, опускался вниз вверх, хотя ручка была зажата. Но опять же, повторяюсь, я этого не проверял. Проверим, посмотрим, повезло, не повезло. Эта ручка у нас нужна как раз для калибровки высоты. Вот она или чугунная, или ну какая-то такая сталь, тяжеленький. Если вот эта ручка, почему, не знаю, пластиковую сделали, вот непонятно почему. Могли из такой же стали сделать и не ломалась бы. Просто некоторые писали, что у кого-то сломалось, а может просто сильно давили. Ну что, видим, кнопка электромагнитная. Почему? В основном, почему я взял? Потому что тут есть измеритель высоты электронный. И, как все говорят, это очень хорошая вещь. На самом деле. То есть, плюс еще вдобавок есть скорость подачи заготовки. Там, как я говорил, от 4, насколько мне известно, до 6 метров в минуту. Но, опять же, переключать можно. Кстати, как у DeWalt, тоже есть у DeWalt. Там за сколько? За 70 тысяч. То есть, ну, если с Америки, который 110 вольт, это работает. То есть, если с Америки вести. Вот, у него тоже есть переключение. Переключение с подачи, скорости подачи. Но опять же, что тут и что там везде переключают только при движении. То есть, когда он у вас запущен, когда он работает, только тогда его переключать. Ни в коем случае не настоящий. Тоже видно, как он шлифовался, тут не очень. Но, кстати, если заметим, то у нас тут все смазано. Вот если посмотреть, везде видна смазка. Смазка. Я, конечно, буду его разбирать, сниму. Я буду боковые части снимать, смотреть, потому что, опять же, есть не у зубра, а у Белмаша. Не поэтому, как говорится, станку, но по-другому. То есть описание, как надо его обслужить при начале работы, что надо снять, втулки все промазать, т.д. и т.п. А то в данном случае, конечно, лучше это проверить. Что я и буду делать, проверять как раз на то, что смазано все. Дальше с этой стороны, с обратной стороны мы видим провод, который намотан. Он намотан у нас. Вот. Разматываем. Такой вот станочек весит 43 килограмма. Да, скажем, внешне выглядит красиво, не считая грубой обработки металла. Ну, опять же, как можно заметить, что эта часть металл, что эта часть металл, что эта часть металл. Все это металл. А вот эта часть, кстати, если вот я трогаю, не знаю, чугун это или не чугун, но литой. И явно не алюминий. То есть внутри дефект покраски. Ребра жесткости. Кстати, тут тоже он все видно в смазке, все смазано. Ну, он смазано. Ну, он весь смазан, но все равно я вскрою, посмотрю на всякий случай, чтобы все было промазано. Но вот эта часть, это явно летает, потому что внутри ребра жесткости прям чувствуется. Ну, все вот. Следующее видео будет по поводу смазки данного станка, ну и запуска калибровки. Так что так вот. Конечно, еще скоро будет фуганок. Покупка, просмотр. На самом деле, скажете, зачем покупал рейсмус, если нет фуганок. Как бы заказался фуганок, но, как оказалось, перед Новым годом его нечаянно все разобрали. И поставка будет только в начале следующего года. А фуганок у нас, я думаю, выбрал, точнее, Encore Corvette 106 из-за стола и за мощности. И 104 мощность 850, а 106 мощность 1500 Вт. Плюс еще вдобавок стол 20 против 150. Ну, 15-20 против 15 сантиметров 104.
Но пока что вот ждем его, пока он там приедет из Китая. Так что так вот. Взяли станок этот подешевле. Как раз именно взяли с того, что была цена на него очень дешевая. Поэтому, как говорится, успели его купить. Вот так вот. Все.